предыдущей серии мы переправились на пароме через Телецкое озеро и отправились в путешествие по долине реки Чулышман. Узнали, какой уровень сервиса предлагается туристам в этом районе. Искупались в прохладной воде этой мощной реки и совершили восхождение к месту, которое называется Каменные Грибы. Ну и теперь, совершив утреннюю разминочку, приобретя форму и напитав свои глаза потрясающими видами, можно, собственно, приступить и к мотопутешествию. Антоха, ну теперь ты вещай, куда мы едем. Да, пора стартовать. У нас сегодня не очень большой пробег, где-то примерно километров 260-280. Половина из которых пройдет по бездорожью, а половина уже по асфальтовым дорогам. Первая часть у нас пройдет также по долине реки Чулышман. Мы продолжаем это грунтовое путешествие. Потом, наконец-то, перевал Катуирык, к чему мы, собственно, готовились. Дальше будем двигаться в сторону населенного пункта Улаган. По пути будем останавливаться, смотреть на всякие интересные места. Это и озера, и всякие захоронения древние, алтайские и так далее. А вот после обеда уже будем потихонечку выезжать на асфальт. Приедем на Чуйский тракт, по которому с потрясающими смотровыми площадками на ледник Актру будем двигаться в сторону границы с Монголией. Ну, приезжаем, собственно, в Кашагач. У нас там замечательное размещение. Там недавно открыли новый отельный комплекс с видом на озерцо, на снежные вершины гор. Так что вечер должен завершиться очень красиво, по крайней мере. Ну что, в путь тогда? Да поехали! Погнали! Покидаем Каменные Грибы и двигаемся дальше по долине реки Чулышман в сторону перевала Кату-Ярык. Дорога по-прежнему грунтовая, но хорошая. Единственный минус – это пыль. Поэтому всем, кроме первого, ехать очень пыльно. Приходится максимально отпускать впереди идущего. So many seeds I would have planted if I just opened up my fist. Через некоторое время нам попадается уникальное транспортное средство. Если честно, сначала я проскочил мимо него, а потом долго думал, что же я обогнал. Любопытство меня победило, и я отстал, чтобы еще раз его посмотреть. Как оказалось, это был такой велотрек, впереди которого расположена детская люлька, и в ней находился ребенок. Это транспортное средство приводилось в движение гибридной установкой, мышечной массой самого велосипедиста и собачьей упряжкой. А еще рядом бежала лайка с разгрузкой, на которой было написано «Rescue», что означает «спасатель». На раме велика был расположен адрес странички в соцсети. И вот что мы на ней узнали про автора этого интересного болида. Им являлся Сергей Пузанков. И на его страничке мы нашли несколько постов, из которых было понятно, что Сергей путешествует таким образом с супругой, ребенком и четвероногими друзьями по Алтаю. Приятная встреча с настоящими бескомпромиссными путешественниками. Немного даже стало как-то стыдно перед ребятами за то, что мы им напылили. Но не напылить на такой дороге просто невозможно. Ну и надеюсь, что они на нас не в обиде за это.
Через некоторое время подъезжаем к удивительной смотровой площадке, чтобы сделать групповое фото и немного отдохнуть от пыли и умыться. Друзья, вот такие невероятные фотостопы. Здесь, конечно, остановиться надо на подольше, посидеть, заварить алтайского чая, кофе, посидеть, послушать речку, а лучше в ней искупаться, половить рыбку. Конечно, это кайф. Да, такие виды здесь на каждом шагу. И для себя я отметил следующее, что сюда было бы неплохо приехать на своем пикапе, предварительно одев АТВ резину, загрузить палатку, котелки, взять рыбацкие снасти и неспешно поперемещаться по этой долине, меняя места ночлега, и вот так побыть здесь пару-тройку дней наедине с природой, питаясь свежепойманным хариусом, гречневой кашей с тушеночкой, супчиком из консерв, а еще картошка, печеная в углях, сальцо с хлебом, жареное на веточке. Ну что, рожденные в 70-х, вспомнили свое детство? Ну а мы едем дальше, и вскоре нам открылся красавец-водопад. Не остановиться у него просто нет никаких шансов, даже у тех, кто был явным противником частых остановок для съемок. Вскоре замелькали дома, и это означало, что мы приехали к перевалу Кату-Ярык. Самое главное, то, что вчера кто-то об этом рассказывал очень хорошо, и Серега рассказывал про свою супругу, и, по-моему, Саша Роза рассказывал про подобные ситуации. Смотрим туда, куда хотим поехать, не смотрим под колеса, нехер там смотреть, там раздолбанная дорога, вы ее все прекрасно знаете, вот мы по ней только что проехали. Повороты подъехали, сразу наверх посмотрели, что там со встречкой. Нету встречка, бамс, туда, голову прямо в сторону поворота, и потянули туда. Ну что, инструктаж пройден, будем проходить перевал. Еще раз хотел сказать насчет того, что здесь красиво все. Вот сейчас я стою, а сзади меня просто льется потрясающий, шумный, красивый, достаточно высокий водопад. Но когда ты едешь с коллективом, где даже, извиняюсь за выражение, пописать спокойно не дают, поэтому подавить на FPV здесь не получится. Чтобы все получалось, это надо ездить одному. Инструктаж проведен, тема понятна, идем на перевал. На самом деле не так страшен черт, как его малюют. Безусловно, есть сложности, особенно на узких участках при разъезде со встречками или когда упираешься в попутку, которая идет с меньшей скоростью. Но если все заранее прогнозировать, то в принципе все преодолимо. Зато таких эмоций при движении по асфальту не испытаешь никогда. Пройдено 8 поворотов, высота близкая к максимальной, проезжаем последний поворотик и выходим на финишную прямую. Друзья, перевал Кату-Ярык пройден. Отсюда с высоты открывается очень красивая красота.
Съехав со смотровой на дорогу по просьбе, или точнее по требованию местных аксакалов, угощаемся прохладным спелым арбузиком, который предусмотрительно организовали Антон и Дима. Теперь главное отличие кавказского гостеприимства и алтайского. В Дагестане и на Кавказе в целом мимо тебя никто не пройдет. Просто были такие случаи, когда мы на светофоре стояли, останавливалась машина, выходил водитель и говорил: братцы, пойдемте, водой, баня, еда, давайте угощу, помогу, отдохнете, поедете дальше. Здесь приехали просто на смотровую площадку, подошло 2 человека алтайского внешности и сказали, что здесь стоять не надо, здесь ничего не надо. Я говорю: господа, снимаем вашу красоту, чтобы показать всем людям, чтобы все туристы Российской Федерации приехали на Алтай, привезли вам кучу бабла. Он сказал: Алтай только для нас, нам здесь никто не нужен. Поняли? Вот в этом-то и отличие. Кавказ welcome, Алтай nicht. Но это не говорит о том, что сюда ехать не надо. Нужно понимать, что местные жители хотят, чтобы их регион был только для них. Он был камерный, без людей, без туризма, без гостиниц, без дорог, без ни хрена. Они хотят жить так, как они жили всегда. Вопрос, конечно, риторический, и все точки зрения имеют место быть. А как вы считаете, что для местных жителей лучше? Оставить отдельные районы Алтая закрытыми и неразвитыми в плане туризма? Или же максимально раздуть туристическую, качественную инфраструктуру и извлекать из этого прибыль? И иметь, как следствие от этого, постоянный доход и рабочие места? Напишите в комментариях, очень интересно ваше мнение. Ну и не забудьте поставить лайк за мой соцопрос. Да, пока мы точили арбуз, к нам подъехала мотосестра с погонялом Багира и попросила ей помочь выставить мод для эпичной фоточки. Мод выставили и нафоткали, и даже попытались помочь тронуться в гору с травы. Но Багира оказалась веселой шутницей, и чуть было мы не сняли трэш-рилс-миллионник, как Багира летит вниз с Уралом с перевала Кату-Яры. Отправляемся по высокогорью дальше, все по той же грунтовке без покрытия. Пейзажи сильно поменялись. Если в долине реки Чулышман во время движения мы смотрели на горы вверх, то здесь мы смотрим либо на высоченные хвойные деревья, либо на потрясающие ландшафты с озерами, сопками, лесными массивами. Через некоторое время останавливаемся, чтобы поглазеть на красивое горное озеро с бирюзовой водой. Немного отдохнули, посмотрели, насладились видами и поехали дальше. Да, кстати, здесь случайно встретился со своими подписчиками и зрителями. Было приятно. Если узнают, значит смотрят. А если смотрят, значит интересно. Ну тогда снимаем дальше. Радует глаз практически все, кроме пыли. Из-за нее и дышать противно, и глаза засоряются. Про одежду я вообще молчу. Ну что, долгожданная остановочка. Наконец-то сняли с себя пыльную кольчужку. Смотрите. Просто пыль везде. Лицо умывал, слил 2 ведра грязи. В общем, мы остановились около какой-то деревушечки. Сейчас перекусим. Заказали манты, окрошку, лимонадик холодненького. Конечно, больше хочется пива, но за рулем же нельзя. Что хочу сказать по поводу этого отрезка дороги. Очень пыльный, пыльный и очень пыльный. Поэтому ехать некомфортно, приходится растягиваться, но, как правило, это ничего не дает, потому что встречный поток тоже не маленький. Путешествующих очень много, все едут на каких-то
джипах, паркетничках, в общем, все пылят, дымят. Хочется здесь асфальт. А так виды шикарные, просто красивые. Эта остановка была очень желанной, потому что дорожная пыль очень утомила и хотелось просто от нее отдохнуть. Как я и говорил, даже в таких незатейливых дорожных кафешках подают очень вкусную домашнюю еду. В этом заведении еще был и приятный бонус – беседки. Поэтому наш обед прошел, так сказать, на лоне природы. Лагман, плов, манты, чай – все как обычно и традиционно душевно. А еще пока мы подпитывались калориями, Антон вещал нам много интересного про культуру Алтая. Если вы когда-нибудь окажетесь в Эрмитаже и спуститесь в самый наименее посещаемый зал, это зал археологии, он находится на первом этаже Эрмитажа, там никто никогда туда не бывает, вы увидите там 3 зала, которые объединены одним названием. Они называются «Пызырыкская культура». Значит, есть урочище Пызырык, это имя собственное, просто речка там протекает. Там, значит, в ходе археологических раскопок 70-х годов советского времени были обнаружены курганы. То есть некая такая, значит, насыпь, которая снаружи выглядела как холм. Начали копать и обнаружили, что внутри на очень большой глубине под этим курганом находится, значит, гробница. То есть такой деревянный сруб, по сути, как избушка, значит, который внутри полностью покрыт льдом. То есть это просто огромная ледяная, по сути, такая камера. Они начали потихоньку все это дело подтапливать, ну, то есть, чтобы это медленно таяло. Значит, это все дело начало таять, и они внутри обнаружили в идеальном состоянии бесконечное количество артефактов. А именно, войлочные игрушки из войлока, прям реально детские игрушки, сбруи, предметы там, условно говоря, бижутерии, предметы золота, какие-то там элементы карет и так далее. Мумии. Начали думать, что это такое, поняли, что раз куча атрибутов, значит, это гробница, раз мумия, значит, гробница, а раз вот эти атрибуты, значит, там кто-то статный, знатный, значит, похоронен. Начали все это дело, значит, оттуда выкапывать, вытаскивать, анализировать, всякие эти спектральные анализы и прочее. Так нашли принцессу Укок, собственно говоря. Каким образом это все сохранилось? Короче говоря, они рыли, значит, когда знатный персонаж погибал, ему рыли конкретную могилу. Туда, значит, все это, как пирамиды, да, все это, значит, загружали, все это дело, значит, заколачивали, засыпали все это песком, засыпали все это щебенкой, засыпали все это землей, образовался курган. Вся эта процессия, значит, похоронная, значит, завершалась, все уходили, за деревом стоял местный чубрик, все это смотрел, сказал: отлично, спасибо, подходил ночью, рыл туда тупо лаз и все, что мог, оттуда вытаскивал. Соответственно, через этот лаз туда попадала вода, а поскольку мы с вами находимся в зоне вечной мерзлоты, то, попадая внутрь, она там как бы какое-то количество времени хранила, она просто замерзала, и тысячелетиями там просто был лед. Идеальные условия для сохранности. Привал окончен, вновь одеваемся, собираемся и в путь. Отличное путешествие. Я думаю, все будет прекрасно. Сейчас нас как раз впереди ждет самое-самое интересное, ради чего мы приехали, Чуйский тракт, из-за которого очень много людей на автомобилях, мотоциклах и на велосипедах едут смотреть. Поэтому мы вот-вот уже на пороге. Сейчас будем лицезреть. Вновь дорога и вновь пыль. Тешит одно, что, судя по тучам и грому, вот-вот может пойти дождик, который ее прибьет. Да и в принципе уже скоро этот ужасный участок заканчивается и начинается асфальт. Но по закону подлости дождик начал накрапывать тогда, когда мы уже выехали с грунтовки на асфальт. Следующая остановка имела несколько значений. Первая – переодевательная, потому что часть команды решила все же одеть дождевики. А вторая причина – мы приехали в особенное место. Слушай, Антон, судя по тому, что здесь очень много каких-то деревьев с какими-то ленточками,
Я так понимаю, здесь проводятся какие-то обряды. Это действительно не просто все так. На перевалах и около каких-то священных мест алтайцы вешают вот такие ленточки. Они называются А-лама или Джа-лама или Я-лама, по-разному их произносят. Но суть такова, что ленточки вешаются в честь предков, в честь каких-то духов. То есть это, условно говоря, некий дар уважения предкам и культуре Алтая. Есть некие правила. Например, ленточки вешают только в полнолуние. То есть мы можем, в принципе, так предположить, что полнолуние бывает часто, и ленточек много. Ну и там не на свадьбу, или там в момент рождения ребенка, или просто так? я думаю, что здесь я не специалист, да, по ритуальной культуре Алтая, но я думаю, что если какой-то повод, который ты перечислил, является хорошим поводом, и это заставляет людей отдать дань уважения своим предкам, то почему бы и нет? Слушай, ну рождение ребенка это всегда прекрасно, а вот брак не всегда. Есть вопросы, да, здесь есть вопросы. Поэтому... Да. У них там есть определенные правила, то есть ленточки должны быть светлыми, белые, желтые, бежевые. То есть вот мы тут можем видеть вот светло-голубая. Иногда можно видеть, когда даже из каких-то салфеток влажных. Вот так не надо делать. Да. Никаких влажных салфеток. Если вы не в теме, лучше ничего не вешать. А если вы в теме, тогда следите за правилами. За чистотой вашей веры, да. Так что так вот. Если честно, я не верил, что эти капельки выльются в проливной дождь, и не стал одевать дождевик. И предчувствие меня не обмануло. Зато после жары и пыли ехать по высокогорью было одно удовольствие. И прохладно, и свежо, и ароматно. Ну, про красоты вокруг я уже говорил. А вот благодаря тому, что дорога приобрела серпантинистый характер, было еще очень красиво наблюдать за змейкой, если ты едешь в конце или начале. А вот этот современный арт-объект, наверное, несет в массы посыл такой, что будьте внимательны, товарищи автомобилисты и мотоциклисты, дорога ошибок не прощает. И тут трудно не согласиться. Прикольно, красиво и запоминаемо. Все ближе и ближе мы приближаемся к Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог и нашей страны, и мира в целом. А какие красивые дороги вы знаете? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно почитать, и, возможно, это станет моей следующей целью. Практически перед самым выездом на Чуйский тракт мы проезжаем одну из популярных фототочек – Красные ворота. Это две горы, имеющие красный цвет породы с дорогой посередине. Действительно очень красивое место. Вот мы на Чуйском тракте. Заезжаем на заправку, чтобы залиться до Талова и проехаться еще около 100 километров до конечной точки на сегодняшний день – поселку Кошагач. Населенный пункт, в котором мы сейчас находимся, называется Акташ. И неподалеку от него есть очень популярная среди туристов точка, называемая Акташский ретранслятор. Это радиорелейная вышка УРС-08609. Но интересно не сама 70-метровая мачта, а гора верхняя, на которой она установлена. Сюда приезжают полюбоваться завораживающим видом Алтайских гор и петляющих между ними рек, подышать воздухом и сделать большое количество фоточек и видосиков на память. Любители дорожного экстрима ставят себе цель именно забраться вот сюда. Будь то джиперы, мотоциклисты, квадроциклисты, всех тянет сюда словно магнитом. И опять же, из-за жесткого тайминга этот высокогорный и непростой в плане дороги объект останется целью нашего следующего алтайского путешествия. Кстати, возможно, на квадроцикле.
Итак, Чуйский тракт. Дорога, соединяющая Новосибирск, Барнаул, Бийск и большую часть населенных пунктов Горного Алтая, заканчивается на границе с Монголией в селе Ташанта. В древности на его месте был Мунгальский тракт, узкая конная тропа для воинов и торговцев. В 1903 году на месте тропы была построена дорога, достаточная для нешироких телег. Также на реках были оборудованы переправы для паромов. Но дорога быстро разрушилась. В 1930 году трассу от Кошагача до Бийска выровняли тракторами и засыпали гравием. Переправы заменили мостами. А в 1935 году трасса официально была сдана в эксплуатацию. В 1961 году ей присвоено современное название – Чуйский тракт. Протяженность его составила 962 километра. Ежегодно тысячи мотоциклистов и автомобилистов со всей страны едут на Чуйский тракт, чтобы получить те самые неподдельные эмоции от управления своей техникой в такой невероятной красоте. Именно это мы сейчас и испытываем. Дорога прекрасна тем, что регулярно меняется картинка. То ты едешь по серпантину, взлетая вверх и спускаясь вниз между гор, то уже через десяток километров мчишь по степи ровной как нитки дороги. А впереди виднеются заснеженные вершины ледников, которые через некоторое время сменяются пейзажами сибирских лесов и бурных рек. А еще добавьте к этому невероятные ароматные запахи разнотравья, меда, сена. Пахнет все, весь мир. И даже вода и камни. Автомобилисты этого не знают, а вот байкеры знают. В этом и заключается мотокайф. Мы делаем небольшую остановку, чтобы размять пятые точки и полюбоваться дорогой с высоты птичьего полета. Отсюда, кстати, хорошо виден ледник Актру в ясную погоду. Проехав еще немного, ландшафт меняется с горного на степной. Знаменитая Куральская степь собственной персоной. И по окрестностям чувствуется приближение к границе с Монголией. Появились дома, мы въехали в населенный пункт. Сначала едем в гостиницу, чтобы разместиться и наконец-то совокупиться с душем. Так, ребята, наше пристанище в населенном пункте Кошагач. Рум-тур. Так, ну прежде рум-тур, давайте я вам покажу, какое количество всякой фигни мне предстоит сейчас зарядить, помыть, почистить, сбросить флешки. Ну, в общем, жалуюсь. Так, рум-тур, смотрим. Ух ты, какой вид! Какой вид, ребята! Смотрите, какой вид! Вау! Смотрите, какой вид! Это озеро, это коняшки. Класс! Такое ощущение, что мы в Монголии. Я там, правда, ни разу не был, но мне кажется, что там именно так. Так выглядит зона отдыха наша. Моя. Точнее сказать, простите, что я с собой на «вы». Так, ну теперь давайте посмотрим, что у нас тут есть в номере. Так, в номере у нас имеется
кровать двухспальная. У нас имеются вот такие прекрасные картины в монгольско-алтайском стиле. Зона отдыха, вообще по-байски живем. Телевизор, наверняка есть Wi-Fi, интернет, холодильник. Так, что из себя представляет санузел? После последнего места. Нифига себе, тут даже Dyson есть. Вот это да. Вот это сервис. Тут все традиционно. Тут все очень даже цивильненько и хорошо. Это еще не отмытый я. Ну, в общем, место крутое, ребята. Место реально крутое. Но, как обычно, рассусоливаться некогда. Нужно снова куда-то бежать. На этот раз нас ждут в этническом подворье Назар. И в данный момент мы туда и едем на такси. На входе нас радушно встречает хозяйка Гуля. После знакомства с лошадьми местной породы нас приглашают в юрту, где уже был накрыт дастархан. Друзья, этно-аул Назар. И сегодня нас здесь посвятят в таинство казахской кухни. Приветствую вас на нашем дастархане. Дастархан переводится как «скатерть, набитая едой». И главными нашими блюдами сегодня являются пешпармак, что переводится как «5 пальцев». Это из баранины, свежайшая баранина, так же, как и в сырне. Буквально пару дней назад у нас баранина закалывалась. В бульоне, в котором варилось мясо, тонко раскатанное тесто, джайма называется, варится вместе и подается под соусом дуздук. Нас познакомили с историей национального чаепития. Чай черный с добавлением молока. Сюда мы добавляем толкан, это обжаренный молотый ячмень, и немного соли. Все перемешиваем и пьем. Здесь есть еще одна важная история. Если гость дорогой и его ценит, и не желает поскорее с ним расстаться, то пиалушку наливают наполовину. А если гостю как бы намекает на то, что тебе здесь не рады и тебе пора домой, то наливают чашу полную. Посмотрите, мы здесь желанные гости. Очень похоже на мусли. Так, ну и наконец-то, вот он, долгожданный напиток. Напиток летний, это настоящий кумыс. Слушайте, вы никогда не айран, ничего такого? Я пил айран, но, например, айран у нас продается. Он, кстати, отличается от башкирского. Такой более терпкий. Очень вкусный. А можно мне еще? Что есть те, которые... 3. Серега, если черный есть. 3. Традиционный хлеб борусак. И очень вкусно с медом. К чаю отличный десерт. Плотно поужинав в традиционном казахском стиле, мы, так сказать, пошли в соседнюю юрту уже окультуриваться. Гуля нам много рассказала интересного о быте своего народа, об обычаях и об отношениях к гостям. Лично для меня открытием была игра в кости, и почему она так называется, и что сами кости состоят из костей барашка. А после мы познакомились с народным музыкальным инструментом, его немного потрогали, а Гуля нам исполнила колыбельную. Толқын жабайын, қадырып кеткен әкеңді, қайдан іздеп табайын. Сейчас вам переведу. Альды и Альды — это как баюшки-баю у нас. Такая вот песня, то, что она испокон веков передается, из поколения в поколение, бабушками. Мне бабушка моя пела, и вот мы продолжаем своим детям петь.
Сами понимаете, что после такого вкусного и сытного ужина и такой убаюкивающей песни мы чуть было не уснули. Поблагодарив хозяйку, всей честной компанией отправились в отель, где и вскоре отошли ко сну. В следующей серии мы отправимся на Алтайский Марс с его невероятными пейзажами. Посетим мегалит и попробуем разобраться в его происхождении. Вновь проедемся по Чуйскому тракту до Курайской степи и прокатимся по гигантской ряби, которая приоткроет завесу на события, происходящие в ледниковый период в этой местности. Заселимся в уникальный глэмпинг в очень красивом месте и насладимся настоящим горловым пением от местного музыканта.